Всем привет, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Добро пожаловать на Outdoor Tactical. Я извиняюсь за то, что у нас на канале давно не было новых видео, но на это были свои обстоятельства. Сейчас вы, наверное, обратили внимание, что вокруг меня природа несколько изменилась. Нет снега, и это крайне нетипично для юга Сахалина в конце января. И я стою, вот, как вы видите, в легкой одежде. А все потому, что сейчас я нахожусь в Краснодарском крае на Кубани. И, пользуясь случаем, хотелось бы передать всем нашим подписчикам и зрителям, кто проживает в этом чудесном, гостеприимном, безумно красивом крае, огромный привет от нашего канала. И сегодня на обзоре у нас будет вот такой вот паёк. Его нам прислал наш постоянный подписчик Алексей Кузьмин. Леха, за что огромное тебе спасибо. Паёк достаточно интересный и неплохой, на мой взгляд. Кратенько, собственно говоря, о пайке. Весит он 760 грамм и в нем 982 килокалории. Называется он ОПРП, что переводится как одноразовый промежуточный рацион питания. Самое интересное, что данные пайки производятся в местах не столь отдаленных. И о чем явственно здесь указывает надпись на этикетке: изготовитель и поставщик ИК-28 УФСИН России по Волгоградской области. Здесь есть состав, их 4 варианта, кстати, друзья. И здесь есть состав всех вариантов, что очень удобно. Мы всегда с Денисом говорим о том, что если есть перечисление содержания пайка, калорийность, вес, это достаточно информативная информация, и она порой действительно помогает. Но, по крайней мере, хуже паёк не делает, это точно. По пакету, ребят, пакет плотный, сделан, кстати, по уму. Обратите внимание, здесь есть ручка, и снизу вот здесь есть зип-застежка, что крайне удобно. Но вот сам формат того, что они положили в плотный пакет еще и коробку, не знаю, насколько это удобно. Мы с Денисом против этого. Если пакет плотный, можно, в принципе, вложить туда продукты и без коробки. Потому что в рюкзаке коробка будет, занимать какое-то определенное место. Хотя могу сказать сразу, что данный паёк и легче, и компактнее, чем его американский аналог. Давайте откроем, друзья, и посмотрим, что же находится внутри. Как я и говорил, друзья, сверху находится ручка, за которую, кстати, очень удобно держать. И снизу здесь была риска, с помощью которой можно без труда, собственно говоря, вот так вот взять, открыть пакет. И здесь есть зип-застежка. Причину, почему, точнее, я не открыл вот таким образом данный пакет, я вам расскажу чуть позже. Достаточно занимательная история произошла со мной в аэропорту города Южно-Сахалинска. И внутри, друзья, вытаскиваем, и находится вот такая вот коробочка. А внутри этой коробочки, друзья, находятся галеты армейские из муки пшеничной первого сорта, 2 упаковочки, салфетки дезинфицирующие для рук и, соответственно, для столовых приборов. Упаковка сахара 20 грамм, 6 ветроустойчивых спичек с черкашом, так обожаемый и любимый моим американским другом Натаном майский чай, 2 пакетика соли по 1 грамму, 1 упаковка перца 1 грамм, вот такая вот интересная 1 таблетка для обеззараживания воды, пластиковая открывашка, не знаю, друзья, 1 салфетка, в общем, но это смешно. Естественно, стандартная для российских пайков пластиковая ложка 1 штука. Из продуктов икра для овощей домашняя, повидло сливовое. Друзья, первый раз встречаю, честное слово, всегда было яблочное повидло. Ну и главное блюдо, друзья, мясо птицы с зеленым горошком и морковью. Признаюсь честно, ни разу не пробовал ни в одном ИРП. Ну и напоследок, друзья, 2 краткие инструкции. Нахрена, честно говоря, не понимаю. Напишите в комментариях, кто-нибудь вообще на них из вас смотрит, если вы вот едите ИРП или открываете его просто. Друзья, я уже вскипятил себе воду. На самом деле в этом пайке должны были быть 3 таблетки сухого горючего. Спички есть, но в данном пайке, именно в этом пайке, сухого горючего нет. И вот по какой причине.
Дело в том, что я сдавал багаж, и, соответственно, паёк лежал в багаже. Таможня наша сахалинская в аэропорту вызвала меня по громкой связи и кричат, мол, Вася, подойди, блин, к багажному отделению, есть проблемы. Подхожу, они мне задают простой элементарный вопрос. Сухое горючее, спички Е? Я говорю, ну, блин, в пайке, скорее всего, да. Они говорят, Васек, прости, все понимаем, но в перевозке в багаже сухое горючее и спички запрещены. Так что, говорят, вытаскивай и едь с миром. Ну, собственно говоря, что и сделал. Но у меня возникает вопрос. Если спички и сухое горючее нельзя провозить в багаже, то почему провозить зажигалку, например, и те же самые спички с собой в кармане в самолете, в салоне самолета можно? Честно говоря, вот эти вот правила для меня как минимум странные. Где логика? Непонятно. Друзья, сейчас у меня запарится чаек, и я подогрею основное блюдо и покажу поближе, как же оно выглядит и вообще, что в нем есть. За такой вот импровизированный столик прошу прощения, пришлось его вот смастырить прямо на коленке. Но пока что на хороший складной переносной столик я еще не накопил. Вот, кстати, надо этим будет заняться. Друзья, ну и что же мы здесь видим? Очень много зеленого гороха, не меньше морковки, собственно говоря. Но и будем честными, посмотрите, какие вот здесь вот есть куски птицы. И действительно мяса достаточно, в принципе, много. Но вот как это будет на вкус, Бог его пока знает. Что касается икры из овощей. Ну, достаточно интересный цвет. И, друзья, посмотрите, не менее интересная консистенция. Честно говоря, она сильно отличается от других вот своих сородичей. Друзья, ну и сливовое повидло выглядит вот таким вот образом. Итак, друзья, ну что же, давайте пробовать. Посмотрим, как на вкус сие блюдо. Могу сказать сразу, горох, морковь отлично проварены, они не твердые, здесь к этому претензий абсолютно никаких нет. По мясу птицы, друзья, очень нежное. Но вот здесь точно не хватает соли и перца. Не знаю, почему они именно так сделали. Обычно иногда либо солоноватое блюдо, либо перченое. Здесь такого нет. Но это в принципе хорошо, потому что соль и перец есть в пайке, и ты можешь в принципе спокойно добавить. Кстати, хочу сразу отметить, что кофе здесь не порошковый, а именно вот такой крупномолотый. На мой взгляд, это лучше. По крайней мере, он вкуснее. Но опять же, это только субъективное мнение. О да, так намного лучше. Но скажу сразу, я вот не любитель вот таких вот блюд. Да, здесь овощи, да, здесь мясо. Но гречка с мясом или, например, перловка с мясом, что тоже, кстати, в РП они достаточно неплохие, на мой взгляд, намного лучше. Честное слово. Но на привале после марш-броска съесть вот такое блюдо тоже было бы здорово. Так, овощное, икра из овощей. Вот это, друзья, очень вкусно. Но я чувствую, очень сильно чувствую морковку. И не знаю даже что, кабачки что ли, но это вряд ли. Морковь столовая,
свежий лук репчатый, свекла, свежая томатная паста, соль поваренная, подсолнечное масло, зелень, перец черный молотый. Достаточно вкусно, друзья. И на самом деле, вот разнообразие, наконец-таки появилось, разнообразие. А то обычно у нас же кабачковую икру, да, туда суют. Здесь что-то, нечто другое, и это радует. Честно, на вкус, ребят, изумительно. В меру соленая, перца прям как надо. Ну, это, вы знаете, такое почти домашнее. Вот здорово на самом деле. Чай. Ну, неплохой чай на самом деле. Но мы часто с Денисом говорим, что вот именно майский чай не самый лучший чай, который могли бы положить, собственно говоря, в ВРП. Так, галеты. Знаете, что удручает? Удручает отсутствие любого быстро разводимого напитка. Вот, на мой взгляд, это сильный минус. Чай, конечно, хорошо, но вот напиток какой-нибудь должен быть, а желательно какой-нибудь восстанавливающий. У нас, кстати, их море, вы сами знаете, там адаптоны всякие, там и еще там куча всяких разных есть на самом деле. Почему не положили? Да бог его знает, не знаю. Но это явный минус. Ребята, крекеры достаточно, но они свежие, просто свежие крекеры. Не такие твердые, как обычно. Поджаристые, чувствуется вкус. Ну и хрустященькие. Вообще, как бы достаточно здорово. По крайней мере, лучше этих панцергалет, которые лежат там в эстонских пайках, встречаются в польских пайках. Кстати, вот про польские пайки. Все блюда в польских пайках вот консервированные по вкусовым качествам реально намного лучше, чем наши. Здесь даже, по-моему, спорить нельзя. Так, кстати, сейчас мы и воспользуемся. Ну, я в своем репертуаре, как всегда мы вместе с Денисом это делаем, у нас почему-то салфетки для рук, для столовых приборов идут практически в самый последний момент. Друзья, вот это вот называется действительно хорошая салфетка. Достаточно плотная, влажная. Правда, ничем не пахнет или просто у меня насморк. По крайней мере, в последний эстонский рацион, когда мы делали обзор, вот на него ссылочка, там положили вообще салфетку для инъекций. Ну, это был просто смех. Мы там с Денисом ржали на весь лес. В этом плане наши намного лучше. И здесь точно такая же, но для уже столовых приборов. Сейчас мы вот вытрем это все дело. Как я и сказал, сливовое повидло встречается мне первый раз в наших ЭРП. Ну, давайте заценим. О да, ребята, это настоящее повидло. Такой кисло-сладкий вкус. Консистенция, ну, это не джем, это повидло, надо понимать, существует разница. Сложно объяснить, наверное, нашим американским друзьям разницу между джемом и повидлом. Но вот это вот замечательно. Очень вкусное, кстати, с чаем, друзья, с крекером. Блин, я думаю, что это будет просто сказка. Простите. Да. Вот это, друзья, явно прям хорошая закуска к чаю. Не то, что это арахисовое масло, которое вяжет во рту. Боже. Итак, попробовав практически все, да все, господи, могу сказать одно. По главному блюду, друзья, поставлю твердую 4.
Вкус, то есть на вкус и цвет, товарищ, как говорится, нет. Мне главное блюдо не особо нравится, но после марша, где-то там, если вы в армии служите, или где-то там в походе, вы съедите его, не задумываясь. Все мягкое, то есть качество птицы, консистенция этого мяса достаточно хорошая, приемлемая. То, что много гороха, ну так там и написано, мясо птицы с горохом и морковью, да. По овощному рагу, икра из овощей, точнее, домашняя. Ребят, они не обманули, она действительно вот на вкус прям вот как домашняя, как мама делает. Очень вкусная, здесь я поставил бы 5. Ну и, естественно, сливовому повидлу, друзья, 5 однозначно, выше всяческих похвал. Кратенько по пайку, что могу сказать. Если сравнивать его с американским аналогом, как я и говорил в начале видео, да, он легче, да, он компактнее, но по разнообразию продуктов, которые содержатся в нем, все-таки он сильно уступает. Давайте будем честными, вот откинем в сторону вот этот вот псевдопатриотизм в этих случаях и скажем честно, что американские пайки по наполнению своему они богаче. Некоторые даже очень вкусные. Здесь, ну, есть еще над чем работать. Честно говоря, не совсем понимаю, нахрена вот эта вот штука нужна в этом пайке. Понятно, что для консервов, да, то есть открывать, но ты можешь данную упаковку руками открыть вполне спокойно. И как это использовать? Ну, не знаю, там, на древко, да, привязал его, там, если что, там, как гарпун. Но это, конечно, бред. Спички, друзья, не пригодились, как я говорил, сухой горючий у меня наглым образом изъяли. Спички водоветроустойчивые, как я и говорил, наличие их в рационе очень важно на самом деле. И радует, естественно, то, что здесь есть хотя бы, друзья, одна таблетка обеззараживания воды, что тоже очень важно. Хотя, честно говоря, очень странная таблетка, потому что, как правило, таблетки, которые в наших ЭРП стандартных армейских, там написано, что одна таблетка на 1 литр воды и надо подождать 30 минут. И по большому счету это как бы мировая практика. Везде, во многих ЭРП, где есть такие таблетки, там надо ждать 30 минут. Здесь же написано, что надо оставить на 60 минут, и вот одна таблетка на 1 литр воды. Ждать целый час, но я думаю, что это как-то многовато. Хотя можно набрать во флягу, забросить туда таблетку, собственно говоря, и пока ты идешь, она будет обеззараживаться. Ну и что могу сказать в целом о пайке, уже как бы заключительная часть. Паек неплохой, на один прием пищи, в принципе, да его в принципе хватит, да. Есть над чем работать, есть, но паек понравился, честное слово. Компактный, легкий, маленький, все есть. И мясо, и овощи, и сладкое. Но вот то, что нет быстро растворимых соков, для меня, честно говоря, это большое упущение. Все, друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Оставляйте комментарии, пишите, что вы думаете по этому пайку. Обязательно ставьте лайки. И увидимся на поляне. Пока!